Так, золотые мои, в очередной раз всех приветствую на своем новом видео, посвященном все той же старой теме черчению. Сегодня будем вычерчивать такую детальку относительно простенькую. Вот. И что еще хотел обратить ваше внимание, то что когда я учился, учитель мне сделал на данном чертеже такие вот замечания. То есть я якобы неправильно поставил радиус, как он правильно должен выглядеть. Казалось бы, одна черточка вроде бы незаметно, а имеет свою значимость. В то же время прошу поддержать меня. Сегодня еще попробуем, кстати, изменить формат. Вот, собственно, показываю сам параллельно каким-то новым скиллам. Вот, собственно. То есть получается то, что вы видите сейчас, это то, что я вот ранее вам показывал. Вот, хорошо. Значит, приступим. Примерный центр у нас профессиональнее, удобнее, эстетичнее, да и просто время экономить. Деталь опять-таки достаточно простая, поэтому будем симметричить.
сейчас я хочу показать то, что как будет все-таки правильно сделать. То есть можно так сделать, но как видите, вот дуги, да, и вот потом проводим прямые. Они, как видите, маленько, ну вот видно то, что они косо идут, и это бросается в глаза. Если будет учитель вас принимать работу, он вас не примет или поставит очень низкую оценку, что в итоге вы все равно будете перечерчивать. То есть, конечно, опять-таки оно надо. Вот, поэтому вот так будет таки правильно. И вот то, что вот сейчас я вот так вот делаю имитацию дуги, да, это принципиально, потому что если бы я, допустим, вот так бы повел, хотя мне нужно здесь, тогда бы у меня дуга бы и здесь бы провелась. Все с соответствующими вытекающими последствиями. Визуально, ровно, эстетично, симметрично и так и далее. Далее что? Делаю, группирую, создаю из этого макроэлемент. Все для того, чтобы было удобнее симметричить. Это сюда. Потом, опять-таки, под углом. То есть мне нужно здесь 6 штучек. Так, опять, значит, линия. У нас тут примерно получается 7,5. Хорошо. Так, значит, мне нужно отрезок, не угол, длина. Так, 37,5. Мы уже знаем то, что здесь у нас угол должен примерно выйти 30 градусов, здесь, соответственно, 60. Примерно. Хорошо, ведем. Так, оп, совпало, хорошо. Так, соответственно, дальше проводим из центра вспомогательную линию. Это уже можем брать. Это, соответственно, симметричен. И правильно, здесь нам понадобятся осевые. Собственно, о чем я уже говорил ранее. То, что когда я вычерчивал, я допустил ошибку. Я начертил вот так. Уже автоматически она проставилась.
зафиксировали. Теперь делаем подгоночку. Теперь сюда переходим. Во-первых. Во-вторых, как я уже... То, что вот когда идут размер друг за другом, надо их лесенкой. И тоже будет не совсем правильное определение. В таком шахматном порядке. То есть серединка, допустим, идет вправо, а третий уже, допустим, влево. Четвертый еще вправо. Или, ну, да, то есть примерно вот так вот разбросать, чтобы глаза это не сливалось, в глазах не сливалось. По сути, вот то, что я хотел вот сегодня вам начертить, да, изобразить. Я это, собственно, сделал, плюс еще с рамками маленько поработали. То есть разные рамки там по ГОСТам. Кстати, вот там пару нащелкал прям при вас, да, грубо говоря. Ну, вроде визуально не отличаются, да. Возможно, там отличаются шрифтом, таком шрифта и в таком духе. Вот, поэтому более подробно там вот это раскрывается где-то вот как раз в черчении, нижней графике. Вот, а вот уже вот именно ГОСТы, вот эти определения, да, в метрологии, стандартизации, сертификации, особенно стандартизация, сертификация. Это такая бумажная волокита. Вот метрология, вот когда будет именно уже с точки зрения института, да, там как минимум, ну, 3 я выделил как такие важные, 2 из которых это штангель-циркуль, микрометр. Ну, собственно, он, ну, скажем, кто занимается, кто-то как автомеханик, инженер, да, вот такая направленность сферы деятельности, да, то они еще достаточно распространены. А вот именно нутромер, он, скажем так, тоже нужен, но узкоспециализирован. Поэтому лично у меня его в владении нету. Даже спросить, по большому счету, некуда, к сожалению. А так, на пальцах так не очень, собственно, не очень хотелось. Конечно, можно, как для общего ознакомления это сделать, но это уже будет в будущем. Так что это такой легкий спойлер и все в таком духе. А на этом все, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Пожалуйста, не забывайте обратную связь, там поддержать лайком. 4 штучки будет уже хорошо. Это все. Всем спасибо. До встречи.